Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Сегодня я решил вам показать, как я делаю отводки. Половина семей или большая часть половины семей мы сделали уже отводка, но решил вам показать. Значит, как я вам показывал, что каждой семье нужно подготовить корпус, подставку, принадлежности, утепление там. Значит, мы литки прикрываем, оставляем только где-то на проход одной пчелы для отводка и стараемся с солнечной стороны, где-то солнечный восток, юго-восток, чтобы тепло было, стеночка, чтобы отводок прогревался. На это обращаю внимание. Значит, смотрим, поправляем, если что надо. Делаем отводок на 2 рамки, чтобы пчелы были на выходе. Основные мы семьи, где были сильные, мы уже сделали, там проблем не было. Здесь пошли, это вчера мы делали. Вот, позавчера начались, вчера, сегодня уже дальше заход. Уже пошли менее сильные. По возрастающим мы сделали, а теперь немножко меньше силы. Значит, нужно смотреть. Можно сделать, как это мы делаем. Сейчас посмотрим. Значит, снимаем утепление. Сразу ложим вот такой вот плотную материал такой, чтобы освещение приглушить, чтобы светловыми маточка не пугалась. Значит, у нас здесь, где мы не подставляли рамки, расширение было. А эта часть, где зимовало эти рамки, оставались стеночки, мы начинаем с этой стороны. Если у нас тут рамочка последняя обсижена пчелами, что она заполнена медом, полная, а на второй уже расплод, значит, естественно, мы уже будем такую семью делить. И нам нужно еще найти 2 рамки, чтобы закрытый расплод был, да еще он на выходе должен быть, пчелки должны выходить. Вот на все это мы обращаем внимание сейчас. Первые семьи, полпасеки, мы, конечно, сделали, там все нормально было. Сильные они даже уже и на районе шли. А вот сейчас нужно уже смотреть эти семьи. Ну вот снимаем планочки, можно показать ближе. Вот это эти рамки, которые мы подставляли. Вот, подставляли в апреле, там, начиная с какого числа, вот здесь подставляли с 20, уже не помню, 23? Расширение уже начиналось, а сегодня у нас 1. Ну вот, последняя рамка, поднимаю, смотрим. Да, она с медом, тяжелая, обсижена пчелами, видите, сколько меду, полностью рамка, уже даже и закрывают, видите, сколько и закрыли. Значит, скорее всего, нужно делать отводок, учитывая то, что у нас завтра уже холодно, послезавтра холодно, неделя холодная, и как бы, страхуя себя, надо сделать отводки. Так, 2 рамка должна быть с расплодом, и вот она с расплодом, видите, личиночки белые. Ту рамку мы не смотрим, маточку, даже не ищем, на последней рамке не бывает. Ну, в крайнем случае, так она все равно в отводок попадет. 2 с расплодом мы уже смотрим. Ищем маточку, мы ее не метим. Мы быстро находим и так. Вот она, маточка, видите? Вот она, вот маточка, выше подними. Отойди. Фокус. Видишь, Валя? Хорошо видно? Вот она, маточка. Значит, мы ее пока ставим сюда с маточкой. Так. Вот она ходит. Ну ладно. Значит, дело в том, что жена с камерой, я один, так она немножко мне помогает. Мы ее отставим с маточкой. Теперь нужно же нам найти. Здесь мы уже не боимся. Снимаем утепление. Это не утепление. Ну, оно утепление. Ну, это прикрывающая такая. Смотрим следующую. Если она вот с открытым расплодом, с этой рамки нужно стряхнуть пчел. Здесь много молоденьких. Значит, мы убираем. Вот сюда мы будем отставлять те, которые мы стряхиваем. Ну, мы так делаем. Да, следующая рамка. Тоже открытый расплод. Здесь молодых много пчелок. Мы ее тоже на стряхивание. Вот сюда ее. Мы стряхиваем с трех рамок. Потому что, учитывая, что могут холода быть, возвратные холода. Было у нас холодно, потеплело, и теперь возвратные холода идут. Нам нужно найти рамку. Это вот
хороший расплод, закрытый, но он не на выходе. Понимаете, здесь не на выходе. Значит, мы эту пока отставляем сюда. Сразу берем сушь, я ставлю. Первую одну рамку я ставлю сушь. Потому что 4 рамки мы забираем. 4 рамки мы забираем. 4 суши должны сюда поставить. Так. Смотрим следующую рамку. Нам надо, чтобы выходили, пчелки выходили. Здесь и открытый такой. Вот пчелки выходят. Смотрите. Вот выходит, вот выходит. То есть вот это пятно, это пчелки на выходе. Здесь то же самое на выходе. Ну, в принципе, ее можно переставить. И вот здесь будут, вот она выходит, пчелка. Пчелки ее помогают, вот она выбирается, головка, вот сейчас выберется, смотрите. Смотрите, вот чуть-чуть осталось. Ну ладно, не будем тратить время. Мы ее сюда. Пчелки на выходе, они буквально день-два, их уже там будет много. Хорошо. Прикрываем. Ну, не забываем, что здесь маточка на этой рамке. А эту рамку ставить пока мы не будем. Так, ищем еще рамки на выходе. Так, эта рамка, я смотрю, вот тоже на выходе. Смотрите, вот одна пчелка вышла, вот выходит вторая, вот тут третья. То есть эта рамка тоже на выходе, пчелки. И здесь тоже пчелки на выходе. Тоже хорошая рамка, подходящая. Там, правда, еще есть, может, лучше. Ну, мы можем что сделать? Эту отставить, еще посмотреть. Может быть, лучшая рамка. Возможно. Что-то мы можем. Ну, будем волновать пчелок. Ну, здесь не лучше. Вот здесь внизу на выходе, сбоку. Здесь. Нет, это не лучше. Вот я так вот перебираю и смотрю. Все-таки эта рамка лучше. Нам быстрее будет дело. Так. Эх, маточку ж надо потом забрать. Значит так. Теперь можно уже переставить маточку. Перенести. Пчелочку аккуратно закрываем. Перенести. Я планочку вот так поднимаю. Сейчас я посмотрю, где матка тут бегает. Где она бегает. Куда она побежала. Так, смотрим, маточку ищем. Она ж могла и перейти на те рамки. Или она здесь. Но она ж на этой рамке была. Уже перенесли. Так. Ну, вот такая у нас проблема. А вот и нашли. Так, придерживай, Валя. Значит, я ее беру вот так аккуратненько. Аккуратненько эту рамочку так переносим сюда. Вот я ее туда пускаю. Все, она пошла. Все, я посмотрел, убедился, что она пошла. Все хорошо. Это рамка с яйцами. Она нет с открытым. Значит, она пойдет на стряхивание. Так, хорошо. Она пойдет на стряхивание. Сюда мы ставим рамку с медом. Но дело в том, что с медом мы можем меду дать и принести рамку. И принести, но можем взять и оттуда. Так, чтобы не придавить пчелок. Так, сейчас мы переставим эти планки. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. Так, переставляем. Так, чтобы потом с открытым в середину. Дело в том, что у нас они будут, эти семьи основные, выводить маток сами. Я поменял систему. По системе работаю Владимира Георгиевича Кашковского. Российского. Вот это закрыто, пускай на край будет. Российского профессора, пчеловода, знаменитого пчеловода, проживающего в Сибири. Он у меня убедил, что здесь проще работать так. Рациональная получается работа.
Маточки получаются хорошие. Вот эта медовая рамка полностью. Ну, может, кто-то скажет, это уже занадто, столько меда в отводок. Но дело в том, что вот этот отводок нам потом пойдет наверх на семью. То есть мы потом этот мед все равно откачаем. Значит так, мы еще ставим 5-ю рамку. Вот, даже медовая. Ну, здесь мы предварительно над пульверизатором накачали воды сюда, брызгали. И ставим. Это 5 дней они не будут летать, молодые пчелки. А летные пчелки улетят, останутся молодые здесь. Поэтому вода им нужна для того, чтобы вот первое время пользоваться этой водичкой, потому что лета не будет. Значит, что мы делаем дальше? Убираем эту досочку, стряхиваем этих. Так, перышко у меня есть. Есть у меня щетка. Но этой щеткой не очень удобно. Перышко мне все равно удобно. Вот я стряхиваю и в середину ставлю. Стряхиваю пчел. Молодые и летные, они вниз, летные могут подниматься. Летные поднимаются, молодые не летят, они переползают на гнездовые рамки, туда переползают. Ну, я немножко вот так поправлю где-то дымком, перегоню их. Вот, немножко. Я им движение как бы даю туда, под низ. Вот они побежали туда под низ. Видите? Но здесь и летные пчелы, и молодые. Так, пока те переходят, я не волнуюсь, что туда летят. Летные они перелетят, пускай летят. Молодые всегда зайдут туда. А мы здесь пока прикроем это все. Вот, пчелки относительно спокойные, хорошие пчелки. Так, ланочки у меня есть. Ланочками мы прикрываем, удобно, они мне не мешают здесь. Так, вот я улочки закрыл. Так, теперь что? Теперь нужно поставить, вот, насели уже пчелки, поставить сушь у меня темная. Тоже она будет переходить в отводок. А сюда будет вощина ставиться. Я пока с весны вощину не ставлю. Она будет ставиться позже. Так, тоже надо все это планочками прикрыть. Планочками я прикрываю. Они будут сюда собирать мед, выводить маточку. Пчелы выходить будут. Расплод. И работать будут на мед. Все там будет много. Так, еще. Сейчас. Так, ну немножко. Мы их сейчас немножко. Вот это пчелы летные, они уже вылетают. Ну, я особо не волнуюсь. Все молодежь, молоденькие, нелетные пчелы, они туда пошли. А это летные. Я их немножко вот так. Пчел стряхнул я настоящие. На рамках были пчелы. Я переношу рамки медовые и расплодные с пчелами. Поэтому пчел очень тут много. Но дело в том, что это не должно, ну как бы радовать пчеловода, что пчел много в отводке. Дело в том, что очень много здесь летных пчел, они прилетят. И эти расплодные рамки будут ну только-только прикрыты. А представляете, если вот сейчас холода начнутся, 8-5 градусов тепла днем будет. Конечно, этого мало будет, поэтому я всегда с 3 рамок стряхиваю еще молодых. Вот, еще утепляю хорошо. Смотрите, как я утепляю. Планочка у меня вот даже прикрываю так, чтобы ни какой дырочки там не было, плотненько. Но у меня там есть отверстие, если пчелки остались, они через литок переходят туда. Все, тут плотненько, все, можно закрывать. Здесь я утепляю хорошо.
и таким утеплением, и таким утеплением. У меня и мешочек. Видите, я уже очень беспокоюсь за эту семью молодую. Начинающая семья. Будет она расти у меня. Так, здесь тоже утепляю. Эти пчелок я убираю. Так, здесь я утепляю. Или это... Ну ладно. Не так сделали. Надо все-таки вот так. Будет им тепло. Это мы оставим. Вот. Сейчас хорошо. Мешок. Крыша. Так, ну вот. Мы вот таким образом сделали отводок. Таким образом сделали отводок. Как видите, ничего страшного. Тут в этом нет. Обычно молодые пчеловоды волнуются, что ничего не получится у них, что семья молодая может погибнуть, если холода, она замерзнуть. Ну, не надо бояться дать больше молодых пчел, стряхивать с тех рамок, которые имеются расплод. Ну и делать с той семьи, где она уже готова к делению, чтобы все рамки были обсижены пчелами, чтобы меда было достаточно, корма, чтобы расплода было достаточно. Как видите, что у нас с этой стороны вторая рамка была уже с расплодом, открытый расплод был. И до почти последней. Уже последнюю я не смотрел, она с медом. Я такие рамки не смотрю, я ее переставил туда. Даже если, может, и яйца там могут быть. Ну вот получается 10 рамок с расплодом. Представляете? Это хорошая семья. 12 рамок и 10 рамок с расплодом. Ее можно делить. Если не делить, пройдет времени, которое уже заложат мисочки, будут маточники. Там уже будет сложно что-то нам делать. Ну вот так. До свидания. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Буду вам передавать свои знания. Делиться опытом. До свидания. До скорых встреч.